Всем привет! Я приехала в Петергоф. В этом месте стремится побывать каждый турист, который приезжает в Санкт-Петербург. Расскажу, зачем сюда ехать, и покажу, как проходит самая популярная экскурсия в Петербурге. Петергоф – это самый посещаемый музей-заповедник России. Ежегодно в нем бывает до 4 миллионов туристов. Фонтаны Петергофа внесены в почетный список 7 чудес России. Почти 200 лет Петергоф служил парадной летней резиденцией русских императоров. Сегодня он не утратил былого величия. Чаще всего туристы ездят в Петергоф с экскурсиями из Санкт-Петербурга. Я забронировала обзорный тур в мини-группе. Он включает поездку по Петерговской дороге с интересной экскурсией, ведь эта дорога не просто очередная магистраль, а одна большая достопримечательность Петербурга. Также в стоимость тура входят билеты в Большой дворец и Нижний парк Петергофа, конечно, в сопровождении профессиональных экскурсоводов. В описании под видео я оставлю для вас ссылочку на этот тур, потому что, на мой взгляд, это один из самых комфортных вариантов поездки в Петергоф. Большой дворец – это жемчужина Петергофа и одна из самых узнаваемых достопримечательностей Санкт-Петербурга. При Петре I этот дворец выглядел гораздо скромнее. Он имел узкий фасад и всего 2 этажа. Здание носило имя Нагорные палаты и хорошо отражало характер императора. Изначально дворец строили не для повседневной жизни, а для светских мероприятий. В Большом дворце вас будет сопровождать профессиональный гид, который обязательно расскажет, как выглядела императорская резиденция при каждом владельце, а также о судьбе дворца в годы Великой Отечественной войны и кропотливой реставрации, которая ведется и по сей день. При Елизавете Петровне Нагорные палаты преобразились в роскошный дворец в стиле барокко. Императрица любила все делать с размахом. Дворец, построенный по указу ее отца, был слишком тесен для ее пышных балов и церемоний. Внесли свои изменения и следующие хозяева Петергофа. Большой дворец однозначно стоит посетить. Здесь вы увидите роскошный танцевальный зал, созданный по проекту Растрелли, величественный тронный зал времен Екатерины II, изысканную столовую, дубовый кабинет Петра I и многое другое. Дворец поражает богатым убранством времен елизаветинского барокко. Не менее прекрасен и сдержанный классицизм, вошедший в моду при Екатерине II. Гуляя по залам Большого дворца, вы можете проследить смену эпох. Картины известных мастеров, зеркала в золоченых рамах, уникальный фаянсовый сервиз, шелковые панно в куропаточной гостиной. Тут каждая деталь заслуживает внимания. Это уже не первое мое видео про Петергоф. Прошлый выпуск я посвятила тому, как съездить в Петергоф своим ходом. У меня часто спрашивают, как лучше поехать в Петергоф, самостоятельно или с экскурсией. Мне кажется, тут все зависит от ваших целей. Если вы хотите просто отдохнуть и поехать в Петергоф на целый день, то разумно поехать самостоятельно. Если же вы хотите узнать что-то новое, если вас интересует история, то, конечно же, разумнее выбрать экскурсию, потому что ваша прогулка будет организованной. Вас заберут из Петербурга, доставят в Петергоф. Здесь вы погуляете с экскурсоводом по дворцу, потом погуляете по парку и будете уже знать, куда идти, зачем идти, где какой фонтан и что он значит. Еще один плюс – все билеты уже включены в стоимость тура. По крайней мере, на той экскурсии, которую выбрала я. Я решила взять один из самых популярных туров с хорошими отзывами.
Мне очень понравилась эта экскурсия, поэтому в описании под видео оставлю для вас ссылочку, по которой вы можете забронировать тур и почитать отзывы туристов. Пользуйтесь! На протяжении почти 200 лет Петергоф был парадной резиденцией российских императоров. Здесь проходили торжественные приемы, маскарады и роскошные балы. Вся светская жизнь летнего сезона протекала именно в этом месте. Сегодня музей-заповедник Петергоф – это более 400 гектаров парков и садов, а также более 150 фонтанов. Главная достопримечательность Петергофа – это Нижний парк. Здесь приятно прогуляться даже в жаркий день. Со стороны Финского залива дует освежающий ветерок. Густые кроны деревьев создают тень, а брызги фонтанов добавляют прохлады. Все аллеи Нижнего парка спроектированы так, чтобы посетителям никогда не было скучно. Гуляя по ним, вы обязательно будете видеть нечто прекрасное впереди. Здесь по-прежнему витает дух новаторства Петра I, а создатели и идейные вдохновители парка напоминают знаменитые фонтаны Шутихи и любимый дворец Петра Великого Монплезир. Во время прогулки по Петергофу вы сможете перекусить. Тут повсюду торговые точки, но будьте готовы, что цены здесь не низкие. Советую взять с собой хотя бы воду, на входе у туристов ничего не забирают. Петергоф хорош не только фонтанами, но и чудесным видом на Финский залив. Любопытно, что сегодня, как и во времена императоров, в Петергоф можно добраться по воде. Из центра Петербурга сюда курсируют метеоры. Вы можете остаться в Нижнем парке после экскурсии, погулять, а потом купить билеты на метеор и с ветерком домчать обратно в Питер. Петергоф поражает своим размахом. Здесь на каждом шагу вас поджидает что-то невероятное. Прогулка по Нижнему парку очень вдохновляет. Интересно, что фонтаны здесь до сих пор работают по тому же принципу, что и при Петре I. Никакие современные механизмы им не нужны. На мой взгляд, этот факт подчеркивает величие парка. Порой Петергоф называют русским Версалем, однако очевидцы утверждают, что это место впечатляет гораздо больше. Недаром его называют мировой столицей фонтанов. Это место – воплощенная мечта великого русского императора, который подарил нам Санкт-Петербург. Ставьте лайк, если вам интересны путешествия по России. Я буду благодарна за вашу поддержку. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков.